Многобашенные танки. Одним из самых ярких и запоминающихся периодов в истории развития бронетехники стал этап создания многобашенных конструкций. Все началось с французских танков прорыва Чар-2С. Их появление стало результатом ошибочного решения французского командования, которое переоценило прочность укреплений линии Гинденбурга и решило усилить свои Рено более мощным и разрушительным оружием. Конструкция Чар-2С напоминала английские танки времен Первой мировой войны. Его гусеницы охватывали корпус, основное вооружение находилось в возвращающейся башне. Этот монстр обладал впечатляющей толщиной до 37 мм. Его силовая установка включала два двигателя Майбах мощностью по 250 лошадиных сил каждый. Вооружение танка состояло из 75 миллиметровой пушки, установленной в передней башне, и трех пулеметов винтовочного калибра, размещенных в кормовой башне и по бортам. Экипаж насчитывал 13 человек. Во времена Первой мировой войны этот мощный боевой механизм внушал бы страх и трепет врагу. Французы так его и не использовали. Причина была проста – война закончилась. В результате производство было остановлено, и к 1929 году было выпущено всего 10 машин. А к началу Второй мировой войны они все оказались в руках наступающих немецких войск. После окончания Первой мировой войны британцы не смогли удержаться от желания создать собственный сверхмощный танк и начали работу над многобашенной машиной. В 1922 году военное ведомство обратилось к фирме Vickers с просьбой разработать тяжелый танк, который мог бы нести значительное количество орудий и пулеметов. Создатели планировали, что эта машина станет настоящим оружием разрушения, способным действовать независимо от других танков или пехоты. Ее название Independent, что переводится как «независимый», отражало ее суть. Стоит отметить, что в создании своего тяжелого танка англичане значительно опередили французов. Независимый был оснащен 5 башнями, одна из которых была вооружена пушкой, а остальные пулеметами. Пулеметные башни были расположены вокруг центральной, в которой находилась 47 миллиметровая пушка. Это значительно повышало гибкость управления огнем и позволяло одновременно наводить на цель как минимум 2 пулемета и орудия. Броня Индепендента уступала броне его французского аналога. Лоб 28 мм, борт 13, башня 28. Однако, благодаря такому решению, танк весом 32 тонны мог развивать скорость более 30 км в час, что было весьма впечатляющим показателем для того времени. Британцы оснастили свой огромный танк рядом инновационных решений: командирской башенкой с панорамным обзором, внутренней системой связи и индикатором поворота башни. Эти усовершенствования позволяли экипажу из 8 человек эффективно вести бой и управлять танком. Однако, к сожалению, орудие малого калибра не могло поражать защищенные огневые точки противника, что сводило на нет все остальные достоинства машины. Танк Independent так и не был принят на вооружение, и единственный выпущенный экземпляр стал экспонатом Британского музея бронетехники в Бовингтоне. Идея создания сверхтяжелых бронированных машин занимала умы конструкторов по всему миру, от Германии до Японии. Однако единственной серийно выпускаемой сверхтяжелой машиной межвоенного периода стала разработка советских специалистов, известная как Т-35. В конце 1931 года был разработан прототип танка с 5 башнями. Его вес достигал 42 тонны. Вооружение включало одну пушку калибра 76 мм и две пушки калибра 37 мм, которые впоследствии были заменены на более длинные 45 миллиметровые орудия. Кроме того, на танк установили 3 пулемета. Вооружение было расположено в 2 яруса. В главной башне находился командир, который также выполнял функции наводчика, пулеметчик и радист, выполнявший функции заряжающего. В 2 башнях с 37 миллиметровыми пушками размещались еще 2 человека – наводчик и пулеметчик. В башнях с пулеметами находилось по одному стрелку. Механик-водитель располагался перед передней пулеметной башней. 11-й член экипажа, техник, обслуживал двигатель М-17 мощностью 500 лошадиных сил, установленный в задней части корпуса. Т-35 весил 50 тонн, но несмотря на свой внушительный вес, он мог развивать скорость до 30 км в час. Размеры танка были впечатляющими. Длина 9,7 метра, ширина 3,2 метра, а высота 3,5 метра. На каждом борту располагалось 8 опорных катков малого диаметра, объединенных в тележки по 2. Ходовая часть была надежно защищена 10-мм бронированным экраном. Сварной корпус, созданный из 30 мм броневых листов, обеспечивал экипажу надежную защиту от стрелкового оружия, осколков, снарядов, а также от мин и бомб. В истории танкостроения Т-35 стал единственным серийным пятибашенным танком. К сожалению, как это часто бывает с масштабными проектами, испытания Т-35 в реальных боевых условиях показали, что идея рассредоточенного огня не была успешной. В отличие от корабля, на танк невозможно было установить единый пост управления артиллерией, поэтому командир не мог давать указания стрелкам.
Кроме того, из-за плохого обзора было сложно выбрать цель. Самым серьезным недостатком концепции было то, что прицельная стрельба была возможна только с короткой остановки, а Т-35 не мог ее обеспечить. Каждый раз, когда экипаж собирался сделать прицельный выстрел, он становился уязвимой мишенью для противника. Кроме того, танки оказались сложными в обслуживании, и в начале Великой Отечественной войны почти все они были оставлены экипажами при отступлении. Руководство не желало подвергать риску безопасности ради точности, поэтому в начале 1941 года было выпущено около 60 танков, после чего производство остановили. От идеи создания многобашенных систем окончательно отказались, сделав акцент на тяжелой броне и крупнокалиберных орудиях для танков прорыва. Также в СССР существовал другой многобашенный танк Т-28. Это трехбашенный советский средний танк межвоенного периода. Был разработан в 1930 году инженерами танкового конструкторского бюро под руководством Гинзбурга. Т-28 является первым в СССР средним танком, запущенным в массовое производство. В период с 1933 по 1940 год Ленинградским Кировским заводом было выпущено 503 экземпляра Т-28. Т-28 представлял собой трехбашенный средний танк классической компоновки с пушечно-пулеметным вооружением и противопульным бронированием и предназначался для поддержки пехоты и качественного усиления стрелковых и танковых соединений при прорыве укрепленных позиций противника. На момент создания являлся сильнейшим средним танком в мире.